Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем сажать кофе. Мое любимое растение. Комнатное, кстати. У меня на канале есть много видео про это уникальное растение, которое растет в комнате и плодоносит каждый год. Каждый год, каждую весну на протяжении всего года практически радует цветами и плодами. Причем, что интересно, и цветы, и плоды могут расти на этом дереве одновременно. То есть оно и цветет, и плодоносит. Рядом с цветами могут оказаться и зеленые ягоды, и уже красные, созревшие ягоды кофе. Вот такое это уникальное растение. Но прорастить кофе весьма непросто, ведь его продают семенами в магазинах, которые уже, возможно, потеряли всхожесть. А всхожесть кофе теряет очень быстро. Поэтому съели кофейный плод, а зерно тут же посадите, чтобы оно проросло. Что я и сделала. И посадила его в горшок с фикусом Бенджамина, чтобы не забывать поливать. Ну и чтобы видеть, что земля не пересыхает. Так удобнее. Но зато потом приходится вот рассаживать. Видите? Выросли кофейные саженцы, которые необходимо теперь отсюда изъять и посадить. Каким же образом будем это делать? Просто берем лопатку и выкапываем. Я надеюсь, что фикус на меня за это не обидится, поскольку это уже не первый раз я таким образом сажаю кофе. И потом приходится его подкапывать. Так. Молодцы, ребятки, молодцы. Давайте, не разваливайтесь. Все, молодцы. Так, хорошо, даже нигде не треснуло. Вы только посмотрите. Как здорово. Вот, повезло нашим питомцам. Сейчас у них у каждого будет свой горшочек. Так. Вот эти горшки, конечно, сейчас великоваты для этого кофе, поскольку они еще совсем маленькие саженцы. А вот эти будут в самый раз. Ну, хотя тоже, я бы сказала, не очень большие. Можно было бы и побольше. Но давайте все же посадим пока в эти, а через несколько месяцев, 2 или 3, наверное, уже можно будет пересадить в более глубокие горшки. Сейчас посмотрим, что тут с корневой системой. Вот такие вот это саженцы. Ребята, давайте по отдельности жить. Молодцы! Так, у этого более длинные корешки, а вот у этих двух покороче немножко. Вот там, где покороче, они вполне могут расти вот в маленьких. А тот, что подлиннее, можно, наверное, посадить уже в больший горшок. Наверное, так я и сделаю. Я купила землю. Покупаю землю для комнатных цветов в магазине. Чтобы не перекаливать ее дома, она уже готова. Это дренаж керамзитовый. Обязательно. На дно горшочков насыпаем дренаж. Так, раз, два. И на дно этого горшка тоже.
На дренаж можно не скупиться, так как кофе очень любит воду. А раз любит воду, то надо, чтобы вода не застаивалась. Для этого нужен хороший дренаж. Возьмем цветочный грунт. Цветочный. И подсыпаем в наши горшки. Вот и замечательно. И теперь можно уже прикапывать наши растения. Так, вот это самый длинный корешок. Расти кофейное деревце всем на радость. У него развились уже 2 семидольных листика. Настоящие еще пока не появились, но в скором времени уже развернутся и следующие 2 настоящих листа. Как только кофе поймет, что условия благоприятствуют, а я думаю, как только дадут отопление, станет немножко теплее, кофе сразу же оживет. Так, один готов. Земля в пакете влажная, поэтому я не спешу ее еще раз увлажнять сильно. Хотя можно и увлажнить. Так, закрепляем наш саженец по центру. Вы не поверите, как это кофе каждый год радует меня. Не только цветами, но и плодами. На протяжении уже почти 2 десятков лет. Это просто чудо. Чудо дерева растет у меня. По поверьям, какой-то пастух заметил, что его козы не спят по ночам, а прыгают, скачут, резвятся, веселятся, тогда как он очень хочет спать. И тогда он начал следить, а что же едят эти козы? А они все время ели какие-то красные ягоды. С кустарников обрывали и ели, а потом всю ночь не спали. А поскольку наш пастух был к тому же еще и монахом, и ему ночью надо было читать молитвы очень долго, он попробовал тоже этих красных ягод. Попробовал и всю ночь чувствовал себя бодрым и совершенно не хотел спать. Вот так был открыт кофе. И он предложил своим братьям-монахам это средство для полуночных бдений. Монахам очень понравился этот напиток, который они заваривали, пили горячим. Ягоды, кофе. Ну, вот так кофе сначала через монахов пришел в мир. А теперь вы знаете, что по всему миру пьют этот удивительный напиток. И недавно я услышала, что пить его не обязательно горячим, а для того, чтобы в нем сохранялись все питательные вещества, его можно просто настаивать в холодной воде. Но я беру тепленькую кипяченую воду, но покупайте тогда не растворимый кофе, а кофе молотый. И заливаю его
водичкой холодной, молотой кофе на ночь. А утром мой настой готов. И, кстати, и запах сохраняется изумительный, кофейный. Ну, может быть, заваривается он несколько хуже, но, уверяю вас, не теряет ни вкуса, ни полезных веществ, а наоборот сохраняются все вещества, присущие кофе. Ну а чтобы у вас уже совсем был настоящий полезный напиток, не покупайте в магазине, вырастите свой кофе и заваривайте натуральные кофейные ягоды. Ведь оболочка кофе, которая называется каскара, она ничуть не менее полезная, чем сами зерна кофе. Вы можете просто перемолоть, можно блендером, взять чайную ложечку перемолотой смеси и заварить ее как чай. Изумительный ореховый аромат вам обеспечен, это точно. А это у меня кофе арабика. Вот такой вот это сорт. Ну что, друзья мои, вот я и пересадила мои кофейные деревца. Я думаю, им всем на новом месте они почувствуют себя более свободными и обязаны будут уже продолжать расти. Ну, а фикусу Бенджамина я скажу большое спасибо тебе, дерево, что ты не задушила его корнями, что ты позволила ему вырасти. И они теперь будут самостоятельными ребятками, тебе очень даже благодарными. Ты, можно сказать, их материнское древо, которое укрывало их сенью своих листьев от прямых солнечных лучей и оберегало их от вредителей также. Вы заметили, что у фикуса Бенджамина практически нет вредителей? По крайней мере, белокрылка его не любит, она его почему-то не ест. Ест все, гранаты, какие только зеленые цветы у меня не растут, а вот фикус Бенджамина она не любит. Поэтому фикус является естественным оберегом для многих растений от летающих вредителей. Имейте это в виду. И вообще он очень полезный. Посмотрите видео у меня на канале, как я делаю обрезку кроны фикуса Бенджамина, как я вообще его выращиваю. Ну вот, а сегодня про кофе пока что все, дорогие друзья. Если вы живете в Находке, я с удовольствием поделюсь с вами этими прекрасными растениями. Пусть у вас растет дома кофе, ведь это тропический рай. Всем пока, с вами была Диана.